Мои поздравления! Раскрылась тайная личность темной фигуры. Однако, почему это может привести к печальным последствиям? Именно на этот вопрос дает подсказки новая 14 серия 6 сезона Леди Баг и Суперкот Памперсайзер. В названии этой серии скрыто... ничего. Однако те тайны, что раскрыла новая серия для нас, гораздо интереснее, чем вы думали. Нам нужно серьезно поговорить. Поэтому прошу вас лайк авансом и благодарю за поддержку этого видео Максима Зеленовского, Майфаю и... Напоминаю, что я делаю разбор серии, а не пересказ, поэтому если вы вдруг не видели новую серию в русской озвучке, то самое время посетить телеграм-канал Нуар Шоу, тот самый, где вы не пропустите премьеры новых серий, переводы, трейлеры и всегда будете в курсе самых свежих новостей по миру Miraculous Леди Баг только по первой ссылочке в описании. Зои Ли. Наконец-то в новой серии особое внимание уделилось именно ей. Я этого ждал, ведь на особую роль Зои в сюжете 6 сезона намекала еще 4 серия 6 сезона Папа Коп. Она таит в себе какую-то страшную тайну прошлого, и этот компромат хранит у себя тот самый чертявый Рэй или Реймонд Пиньон. Чертявый. Сюжетная линия именно Зои Ли среди остальных особенно интересна в общем сюжете 6 сезона, ведь именно она встала на путь уличного мстителя. И все начинается с началом нового учебного года и первым днем в школе после финала 5 сезона. Именно тогда она узнает, что призраки прошлого настигли ее. И призраки эти не особо приятные. Опираясь на то, как автор демонстрирует нам этого персонажа и его компашку, можно сделать вывод. Он затычка Хлои, только хуже в 10 раз. Возможно, внебрачный сын Одри. Думаете, это бред? Это Miraculous, чудо вокруг. Тут все возможно. Новый буллер школьников, чья священная миссия попакостить. Раньше я считал, что эти действия связаны как-то с сотрудничеством с Хризалис, но данная серия будто бы точно дала нам ответ. Он просто чертявый, как это было очевидно, из буржуазной семейки. Нет, он не буржуа. Он Пиньон. И он полная копия своего ЧСВшного надменного отца. И я не могу не заявить, что этот месье Пиньон идеальный кандидат на одного из участников общества идеального мира. Мы не знаем о его деятельности или особом опознавательном знаке, но комментарии открыты для дискуссий. И таким образом в 6 сезоне появилась заноза в лице Рэя и его компашки. И их священная миссия в 6 серии, цель которой была разрушить какую-то влюбленную парочку, была не важной миссией от злодея свыше, а походу просто их сверхинтеллектуальная идея, чем бы себя сегодня занять. Что, конечно, грустно, но будто бы было очевидно. И именно в конце этой серии за их деяния их настигла темная фигура с ярко-желтыми глазами. И здесь самое интересное. Но перед этим хотелось бы поговорить о главной ошибке авторов, которую они допустили в 6 сезоне. А после этого о главной халтуре авторов, которую они совершили в течение всех сезонов мультсериала. И не забыть про самую главную идею анимационного фильма по Леди Баг. И конечно же, все эти и не только видео уже доступны на моем бусте по подписке, так и совершенно бесплатно для всех. Эти и около 30 других. С самыми необычными и смелыми идеями, которые не попадут на YouTube и доступны только по ссылочке в описании. И да, 14 серия 6 сезона раскрыла нам тайную личность этого таинственного мстителя. Это наша Зои Ли. В первом разборе сцены с первым появлением этой таинственной фигуры я предположил очевидное, что это Хризалис. Однако последующие вышедшие серии опровергли эту теорию, ведь костюм Хризалис абсолютно иной. Но хочу отдельно похвалить тех, кто догадался о том, что под темной маской скрывается именно Зои. Я вас видел в комментариях, и вы заслуживаете лайк. Но что же случилось с нашей миролюбивой, доброй и сочувствующей девочкой, способной подставить свое плечо в самый трудный момент? А ничего, она никак не изменилась. Лишь открылась еще одна особенность ее характера – жажда справедливости любой ценой. В течение всей этой серии мы могли наблюдать несправедливость и зло, что окружает ее и живет вместе с процветающим Парижем. Что также интересно, мультсериал показывает не только радужную в розовых очках сторону Парижа. Даже друзьям Зои нормально помочь не может. Как только она хочет противостоять злодеям Рэя и его компашке, сразу перед ее лицом встает какое-то компрометирующее видео. Настолько, что Зоя не может ничего сопоставить в ответ и терпит. И у нее закрадывается встречный вопрос. Я супергерой, и я должна помогать людям и нести добро. Не только сражаясь с аккоматизированными злодеями, но и в обыденных повседневных делах проявлять себя как герой-защитник. И Леди Баг поддерживает Зои в этом вопросе, но явно уточняя, что добро супергерои должны нести не через месть или насилие, а через свои добрые поступки. Ведь пока супергерои делают добро и помогают жителям, защищая их от вреда, зло уже побеждено. Но такой расклад не до конца устраивает Зои. Она не перевоплощается в Весперию, и на свет появляется темная ее версия. Назовем
Назовем ее Темной Весперией, которую создала Зои, исходя из своих эмоций. О такой способности кардинально менять свой костюм мы знали давно. Формирование дизайна костюма супергероев всегда зависело от личности носителя талисмана и его эмоций, мотивов. Таким образом, у Зои, или точнее Весперии, пробуждается темное альтер-эго. И это не злодей, а уличный мститель, который жестко и беспощадно, в рамках рейтинга 6+, наказывает всех плохишей. От унижения Темной Весперии даже аккуматизируется невоспитанный мальчик, который является памперсайзером. И да, название говорит само за себя. Спасибо авторам за креативность. Но все то, что произошло с Зоей, тот путь, на который она решила ступить, это конфетка новой серии. Зоя выросла, видимо, в достаточно недоброжелательной и избалованной среде, о чем свидетельствует давняя дружба с Рэем и какие-то их совместные подлые делишки, которые Зоя так сильно хочет скрыть, что готова даже подставить немного Маринет. Конечно же, чувствую вину за это, но платя небольшую цену за закрытие более неприятной информации. Что такого скрывает Зои? Ведь серия дает нам понять, что если об этом узнают друзья Зои, она их потеряет или сильно упадет в их глазах. Опираясь на деятельность Рэя, есть подозрение, что пакости, которые Рэй и Зои делали в Нью-Йорке, привели к каким-то очень печальным последствиям. Не просто некрасивый поступок, а возможно тот, что привел к травме какого-то человека или чего похуже. И вот такую информацию Зои, которая всеми силами меняется и становится лучшей версией себя, хочет скрыть. Но удастся ли это? Маловероятно. Чеховское ружье подвешено, оно обязательно выстрелит. Так мы и переходим к тому самому альтер-эго. Максимально скрытый костюм и только светящиеся желтые глаза хоть как-то напоминают о Весперии. Никто не знает, кто скрывается под этой маской, поэтому Леди Баг пристально будет следить за деятельностью этой таинственной фигуры. Да, в конце серии Зои решается оставить эти тайные делишки и собирается решать проблемы правильными путями. Однако нет. Мы уже знаем, что она снова наденет этот темный костюм и наваляет люлей Рэю и его компашке. Несмотря на то, что серия «Спящая сирена», где впервые появляется Темная Весперия, вышла раньше этой по нумерации, хронологически данная серия Памперсайзер находится раньше «Спящей сирены» и говорит нам о том, что она вернулась. И несмотря на события данной серии, втихаря, скрыто, но вершает правосудие. И наверняка, когда вскроется правда, это станет почвой для конфликта между Леди Баг и Весперией. И наверняка это произойдет тогда, когда вскроется правда и о прошлом Зои. Так авторы могут доставить нам двойную порцию боли одним выстрелом. Обязательно напишите в комментариях ваши мысли по этому поводу. Интересно было бы увидеть антигероя Зои Ли. Ну ладно, это все правда очень страшно, но давайте перейдем к чему-то более приятному. К примеру, к Андреа Буржуа. На протяжении практически всего мультсериала он преподносится нам как положительный, но крайне противоречивый персонаж, который в глубине души добрый, заботливый, но с другой стороны чрезмерно подкаблучник и покладистый перед своими девочками семейства Буржуа. Он проявлялся как положительный, так и как отрицательный персонаж. Но самое главное, что в конце концов он выбрал свой путь и оставил Париж на произвол судьбы дочери диктаторши. Однако в этой серии мы вновь можем с ним встретиться, и видно, как он повзрослел личностно и начал заниматься любимым делом – кино. Или точнее отремонтировал и открыл свой кинотеатр. В этом ему все лето помогала Зои, которая теперь вместе с папой Андре живут в этом самом кинотеатре. Напомню, что раньше Зои проживала в люксовом отеле Парижа. И конечно же первый день не без сюрпризов. Местные злюки начали угрожать Андре, если тот не будет бесплатной едой их угощать. Это, кстати, стало поворотным моментом в становлении Темной Весперии. Однако финал серии показал, что все эти проблемы можно решить и без насилия. Достаточно трудоустроить Нору. Лайфхак. Вот таким образом все же добавилось альтер-эго Весперии. И я очень рад, что мы наконец-то смогли побольше узнать о Зои, и серия Памперсайзер явно запустила ее личную сюжетную линию на 6-й или даже последующие сезоны, как и запустил сюжетную линию с Рэй. Сюжет явно дает нам понять, что все с ним далеко будет непросто. Но все же я надеюсь, что это не затычка Хлои, а нечто большее, и что все же Хризалис имеет или в будущем будет иметь с ним личные контакты во имя зла. Хлоя была идеальным плацдармом для создания аккуматизированных злодеев, и Хризалис знает об этом, поэтому поместить в школу более неприятный аналог Хлои был бы правильным ходом со стороны Хризалис. Но как будет разворачиваться события в будущем, узнаем совсем скоро. Но чтобы ничего не пропускать во вселенной Miraculous, обязательно жмякайте подписку на канал. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!